Пламенный привет подписчикам и гостям канала. Этот ролик посвящен разборке неразборных вентиляторов, но не тех, в которых ось фиксируется плоским капроновым фиксатором, а тех, которые разрушаются при попытке применения грубой силы в процессе разборки. Предлагаемая технология позволяет удалить фиксатор оси ротора и тем самым обеспечить легкий доступ для смазки и ремонта подшипника. На этом чертеже изображен разрез узла подшипника неразборного вентилятора. Фиксатор оси крыльчатки, выполненный из жесткого пластика, имеет 3 защелки капканного типа, которые надежно удерживают ось. На конце оси имеется пятка грибовидной формы, которая прижимается к второпластовой прокладке магнитным полем двигателя. Эти две детали образуют опорный подшипник, предотвращающий осевое биение ротора. В мелких вентиляторах прокладка может отсутствовать. Втулка подшипника скольжения фиксируется 2 или 3 защелками на каркасе двигателя. Для разборки вентилятора нам потребуется просверлить 1 или 2 технологических отверстия. Через одно из них можно срезать защелки, удерживающие втулку подшипника, а через другое выбить ось или ось вместе с фиксатором и втулкой. Приступаем к разборке. Сверлим отверстие в корпусе ротора так, чтобы не повредить обмотки двигателя. Если защелки не просматриваются, отверстие можно расширить в нужную сторону с помощью скальпеля. Через полученное отверстие срезаем защелки, удерживающие втулку подшипника. Используем для этого остро отточенную часовую отвертку или подобный инструмент. Не прилагая большого усилия к крыльчатке, пытаемся вытащить втулку вместе с фиксатором оси. Если это сделать не удалось, сверлим еще одно отверстие в задней стенке корпуса вентилятора. С помощью тонкой выколотки выбиваем ось вентилятора. Тут может быть 2 исхода. Либо удастся сразу выбить ось вместе с втулкой и фиксатором, либо защелки фиксатора оборвутся и позволят вытащить только ось. В последнем случае придется нащупать край втулки и вытолкнуть последнюю наружу. Фиксатор оси можно достать крючком. Перед сборкой вентилятора нужно заварить технологические отверстия. Делаем это с помощью паяльника и узкой полоски полистирола подходящего цвета. Жало паяльника должно быть чистым, чтобы остатки припоя не нарушили балансировку ротора. Отверстие в крыльчатке завариваем снаружи, подложив подходящий упор изнутри. Точно так же завариваем отверстие в корпусе вентилятора, вставив в полость для подшипника стальной прутик соответствующего диаметра. Собираем вентилятор. Вырезаем прокладку из торопластовой ленты, используя пробойник диаметром, равным диаметру втулки подшипника. Вставляем в полость прокладку. В фиксаторе оси удаляем защелки с помощью надфиля. Устанавливаем фиксатор на место. Вставляем в полость втулку подшипника. Закрепляем втулку каплей клея. Когда клей высохнет, наносим смазку. Устанавливаем крыльчатку на место. И, наконец, проверяем работоспособность вентилятора. Обратите внимание на близкие темы. В них рассмотрены и другие приемы профилактики и ремонта вентиляторов. В частности, описан процесс разборки неразборных вентиляторов с капроновыми фиксаторами и технология восстановления разбитых подшипников скольжения. Успехов вам в самостоятельном обслуживании своей техники. Спасибо за внимание.